Ну что, Камчатка. Это просто мечта. Сегодня у нас Day 2. Мы едем на мыс Маячный. Я excited, у меня новые хайкинговые ботинки, поэтому надо их будет разнашивать уже в процессе. Я взяла себе очень-очень-очень-очень много пластырей, и поэтому я готовлюсь к тому, чтобы их носить. Посмотрим, как пойдет. I don't wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better. Виды, которые нам открылись, заставили меня охать и ахать. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. Это реально было бесподобно. При этом у нас было несколько остановок. Самое, что важное, что я хотела рассказать, это то, что ехали мы на вахтовке. Я вообще даже такое слово услышала впервые на Камчатке. Потому что раньше я не сталкивалась вообще ни с чем подобным в своей жизни. Но не тут-то было, потому что у нас был прекрасный водитель по имени Ваня, которого мы назвали дядь Ваня. И на протяжении 2,5 часов, что мы ехали туда, я и Настя пели, устраивали караоке. Здравствуйте! Мы решили вам поднять настроение и спеть вам песню. С вами радио Вахтовка. Вы готовы, я надеюсь? Если не готовы, ничего страшного. Я их не слышу, мы их не слышим. Вы готовы, дети? Да, капитан! Кто проживает на Берке? Спанч Боб Сквиппет! Главное, чтобы они слышали. Так, ну что, мы готовы? Да. 3, 2, 1. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь. Снимаю ботинки. Это мой последний день в акробатике. Всем спасибо. И, конечно же, подначивали других петь. С вами вновь радио Вахтовка. Дорогие друзья, если вы хотите еще одну песню, похлопайте, пожалуйста, нам по кабине. Но из того, что у нас была, получается, отдельно кабина водителя и кабина пассажиров, мы не слышали, как они поют, но они слышали, как мы поем. Они не похлопают пока при всем желании. Просто махните в окошко ручкой. Или махните в окошко ручкой. По кабине вы похлопать не сможете, да? Показали лайк, показали, короче. Итак, следующая песня специально для вас. Сансару, да? Да. Хорошо. 3, 4. Да. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Попивайте! Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. И у нас было 3 точки. Каждая из точек была невероятно красивая. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise. И под конец, когда уже мы доехали до самого мыса, у нас был там обед, и перед обедом мы решили спуститься на пляж. Ну как мы решили спуститься? Мы пошли в сторону пляжа. Когда мы туда дошли, там была старая супер лестница, по которой надо было спускаться, и еще это был пляж, куда прилетали постоянно чайки, птицы и вся вообще живность для того, чтобы помирать. И там вонь стояла такая. Я не пошла вниз, я дошла до самой лестницы, а потом я развернулась и пошла обратно наверх с пониманием о том, что я ничего не теряю. Я натусилась,
Я провела достаточно времени на Благовещенке. Это в Краснодарском крае, получается, стык Лимана и Черного моря, где мы катались очень много на вейксерфинге. Поэтому я надышалась вонючего лимана, мне в жизни как бы впечатлений хватает. Я повернулась, развернулась, пошла обратно, поснимала с дрона безумную эту прекрасную красоту. И под конец мы поехали уже обратно домой, снова я сидела впереди, но я не я, если я не попаду в какую-то странную ситуацию. Шок-контент. Я потеряла дрона, потому что у него сел батарейка. Я его потеряла где-то в лесу, нет. Мы поехали сначала посмотреть на 3 братьев, остановились на смотровой площадке, а откуда же я и запускала дрона. Но дрон-то я запускала с одной только зарядкой. Один блок зарядки у тебя длится 30 минут. И я предполагала то, что если я запущу дрона, то он долетит, он рассчитает, насколько далеко он может улететь для того, чтобы потом развернуться и в безопасности долететь обратно на базу. Но нет, это должен делать человек, а я-то об этом не знала. В итоге поднимаю я дрон, запускаю его к 3 братьям, и кто-то из девчонок говорит: интересно, а дрон долетит настолько далеко? И я же, сидя там, думаю, ну сейчас мы проверим. И я беспокоилась по поводу дальности полета. То есть я думала, что он просто как бы не долетит из-за связи. А надо было-то беспокоиться по поводу зарядки, потому что когда мы долетели все-таки до 3 братьев, мой дрон развернулся, полетел обратно и сказал то, что у меня critically low battery, поэтому я буду садиться. Садиться просто в лесу. И я, когда это увидела, я просто выкрутила максимально 2 своих джойстика с надеждой на то, что он хотя бы сядет, я не знаю, там в 2 метрах от меня. И в итоге он приземлился где-то перед лесом. И я уже попрощалась со своим дроном, когда наши 3 прекрасных мужчин сказали то, что они пойдут его искать, отправятся в отважный этот путь, и мы так ржали, то, что мы поехали посмотреть на 3 братьев, и в итоге 3 брата пошли искать мой дрон. Я пока ждала, я думала, я посидела в конец и думала то, что все, я попрощалась со своим дроном, как бы на ветер просто 1300 евро, зачем я вообще это решила делать, но через 20 минут они вернулись с дроном, который в целости и невредимости приземлился куда-то в кусты. И при этом дрон выглядел гораздо лучше, чем ребята, которые продирались через все эти кусты, лес и так далее. Меня вместе с ними не пустили, потому что сказали то, что там могут быть медведи, и поэтому мне пришлось стоять и ждать, и нервничать, и просто делать вот так вот. Но история заключается в том, что дроны я отправила, а мораль такова, что, пожалуйста, меняйте батареи. И в конце концов мы поехали уже домой, приехали просто убитые, уставшие, но наполненные и с прекрасной историей, потому что я повеселила, как обычно, всех. На 4-й день нашего путешествия у нас был серфинг. И если еще в 1-й раз, когда мы пошли серфить на 2-й день, я ушла, ближе к концу, но при этом я ушла одна из самых первых, потому что я почувствовала, что я устала. На 2-й раз, когда мы пошли серфить, я там оставалась до талого. Просто представьте, Халатырский пляж, безумная красота, не облачко на небе, светит солнце, ты кайфуешь, ты отдохнувший, я отдохнувшая, я поспала, я поела, после Сеула это было просто как благодать какая-то. Вид на вулканы, и ты пошел серфить. Ох! Все, я просто оттуда не могла вылезти. Каждый раз, когда я начинала серфить, я серфила с таким кайфом. Мы поехали обратно домой, поспали, и на следующий день, на 5-й уже, у нас было восхождение на Горелый. Ой. Едем мы на вулкан Горелый. Сегодня у нас будет подъем. Небольшой, но подъем. Итог такой, что мы шли 2,5 часа в гору, наверх на самый, чтобы посмотреть на кратер вулкана, который мы не увидели, потому что было мокро, скользко, туманно, дождливо, и мы просто замерзли. Но это было прекрасно, потому что мы ржали сначала все 2,5 часа. А это видео в любом случае. Поэтому чин-чин. Welcome to the vlog. Подожди, я хочу... Я не туда сделала чин-чин. Вот сюда надо было. Зато сделали. Ну и как тебе на вулкане на Камчатке? Восхитительно прекрасный вид. Здесь вулкан, там вулкан, там вулкан где-то и кратер еще. Нажми на кнопочку. А обратно еще 2 часа, пока мы шли вниз. Во-первых, я поснимала.
Мы очень классно подискутировали на тему семью и брака с ребятами. А потом, когда мы спускались вниз, мы просто спускались и ржали с того, что мы пытались друг другу доказать разные совершенно вещи. У нас был потрясающий обед у подножья вулкана Горелого. Я даже не могу вообще представить, где бы я еще увидела огромный стол с едой, скатертью, супом и плюс с вазой с цветами у подножья вулкана. Как вы это делаете? У меня вопрос. Но у меня столько благодарности, потому что это было реально потрясающе, особенно после такого восхождения, которое длилось 5 часов. Ну, оно много чего стоит, очень-очень. И мы вернулись обратно, и, конечно же, на следующий день у нас что было?